Представители знака зодиака Весы. Весы, мои дорогие, здравствуйте. Второй расклад. Что откроется, что прояснится в ноябре 2024? Кульминационным может быть месяц ноябрь, хотя бы потому, что планета Плутон переходит окончательно из знака Козерог, где это был последний заключительный аккорд, как бы помогаем знакам стихии воды и земли завершить некоторые преобразования. И теперь Плутон с 20 числа на долгое время, десятилетия, поселится в знаке зодиака Водолей. Это новое вдохновение, новый вкус свободы, больше индивидуальности, больше душевного подъема. Не будет где-то давлеть на всех, на нас. Плутон, как в Козероге, 20 лет, немалый срок. И тем не менее, пусть вы, мои дорогие весы, принадлежите к знакам стихии воздуха, вроде ни воды и ни земли, но у вас могут быть партнеры. И если мы говорим о каком-то дежавю, что откроется или что прояснится, может быть, прежняя ситуация, которая затянулась сверх меры, или вы могли уже на чем-то поставить точку, что-то завершить, здесь действительно может что-то вернуться в ноябре. Наверное, не только в ноябре, у нас еще продолжит Уран свое ретро-движение по конец января в знаке зодиака Телец. Телец – это все вопросы нашего благополучия, благополучия и в личной жизни, понятно, работы и финансы. Так вот, это даже если вы ничего не инициируете, кто-то из людей может заново вернуться в вашу жизнь с какими-то предложениями или какой-либо ситуацией. Вот такие энергии достаточно непростые. Ну и, наверное, до конца года можем не ожидать какой-то упрощенной системы, схемы. Наоборот, жизнь не бывает полностью предсказуема, а быть готовым рассмотреть любые варианты возможностей. Давайте вот узнаем, именно с позиции, что же возвращается, с учетом того, что большая ретроградность у нас продолжится в ноябре, заходом на декабрь и даже в 2025 году мы встретим год, все же это будет ретро-уран. И первая карта. С чем вы, быть может, простились или уже от чего-то отказались, а оно в вашей жизни возвращается. Может быть, это связано с человеком, способы заработка, ваша работа. Какие дела, возможно, вы сочли уже ненужными, малозначимыми, поставили точку, оказалась запятая. Третья карта. Какая тайна откроется и что вам в связи с этим нужно знать? Что меняется, что будет меняться, мои дорогие, и как это повлияет на вашу жизнь. Знаки судьбы, что вам хотят передать высшие силы. И какие возможности, какой прогресс перед вами открываются в ноябре. Достанем карту совет и первую карту раскроем. Что же для вас может вернуться? Вообще, посмотрите, карта мага. Конечно, иногда это может быть и человек, которого мы называем большой, великий манипулятор. Или какие-то ситуации, когда вы не совсем управляли некоторыми обстоятельствами, или это было какое-то дело конкретное, и оно зависело от желания одного человека. А человек тоже, ну, в энергиях, когда он хочет манипулировать, он хочет, чтобы было так, как ему наиболее удобно, выгодно и так далее. Так вот, конкретная персона может вернуться, но и вы, мои дорогие, вы, значит, совершенно в другой энергетической силе. Ведь карта мага – это еще и ваша карта или в первую очередь. Поэтому любое согласование вы можете со всеми договориться. И, пожалуй, вот такие холодные энергии мага – это тот диалог, который должен состояться, потому что каким-то образом он вам нужен либо на данный период времени, либо может быть полезен в будущем. Поэтому у кого-то отношения, у кого-то человек, у кого-то даже какая-либо ситуация может напоминать отдаленно дежавю. Поверьте, если нам в период большой ретроградности что-либо возвращается, есть смысл это пересмотреть с нового совершенно ракурса. Либо это те отношения, пусть они даже не сложились, или буквально вы поссорились, не нашли общего языка, но значит в этот период времени, как и человек этот может быть в будущем полезен, или может быть какое-то продолжение отношений.
Но так и для вас это может свидетельствовать о том, что человек какое-то время в вашей жизни еще будет присутствовать. И вам придется либо с ним договариваться, либо может быть какое-то продуктивное сотрудничество. Но, повторяюсь, холодная карта, никаких эмоций. Скорее, с позиции, что есть рационально, что есть полезно. И карта мага, она скрытная карта. Это тот человек, который не рассказывает о своих планах, он отшлифовывает свои намерения, чтобы именно его цель была достигнута. Это, пожалуй, главный принцип его, принцип мага. Я хочу, я могу, у меня получится. Вот с таким девизом на ноябрь нам раскрывают расклад карты для вашего знака зодиака. И в чем же вы могли поставить точку? А вот знаете, конкретно туз пентаклей, всегда это новое начинание. Или наш какой-то первый шаг, наше решение важное. Иногда это начинается с информации, с какой-то новости. Мы принимаем, что теперь мы будем заниматься именно этим или, возможно, продолжать. Карта, безусловно, еще и обновление. Но это то, что вам будет в нашей реальной жизни помогать или действовать, работать, функционировать на последующий период. И всегда это пентакль, туз один. Это еще только самое начало или закладка фундамента. А в последующем это действительно пригодится. И все то, что я сказала по карте мага, эта карта словно усиливает. С другой стороны, мы можем рядом со старшим арканом расценивать так, что то, что к вам возвращается, это для чего-то вам нужно. У кого-то могут быть банально деньги, которые как гонорар задерживались. Или вы будете для того, чтобы осуществить свое желание, продумывать методы, мои дорогие. И вполне вероятно, методы вы измените кардинально. А именно для того, чтобы ваша цель осталась неизменна. Коррекция каких-то ваших планов, она неизбежна в ноябре. Но и ваша сильная позиция тоже. Давайте узнаем, какая же правда у вас откроется. Еще один старший аркан. Колесо фортуны, прекрасная карта. Сама по себе карта возможностей. И это те возможности, которые нас не ждут. Пока мы там что-то обдумаем. Мозг за считанные секунды принимает решение. Как бы если мы переложим это на физиологию. А вот думать мы можем очень долго. Поэтому вам придется быстро принимать решения, но продуманные. Но не растягивая это по времени. Почему? Колесо фортуны всегда говорит: не упусти момент. И если мы отложим что-то в дальний ящик, мы упустим саму возможность. Может быть, это время ноябрьское. Время важных решений, мои дорогие. Но вот это колесо вашей судьбы, оно как будто идет сейчас на подъем. И колода, колесо года, не случайно так называется, напоминает о том, что все в жизни переменчиво. Имеет как и расцвет, так и увядание. Поэтому если колесо идет вверх, то оно неизбежно с течением времени где-то и будет пауза, она пойдет вниз. Поэтому пока предоставляются возможности, вам карты говорят: сделай что-то хорошо. И это может быть у каждого в своей сфере жизни. У вас два старших аркана, которые как раз и говорят, что умело провзаимодействовать с обстоятельствами, информацией, новостями, с людьми. Какая-то правда, да, может быть, даже шокирующая для вас откроется. Но это не для того, чтобы мы поохали-поахали, а для того, чтобы мы выверили свои действия и приступили к этим действиям, что-то осуществили. Что же вам в связи с этим нужно знать? Давайте откроем. Ух ты. Да вы можете изменить статус. У кого-то и по личной жизни, почему нет? Еще один старший аркан. Для кого-то из вас, мои дорогие весы, важные согласования, подписание важных документов, может быть, в высоких инстанциях, общение с сильными мира сего, например, такое тоже может быть. Все же каждый из нас в своей нише по социальной лестнице находится. Это вы можете стать таким императором, или вы будете контактировать с таким императором. И императора от мага, так вот, если мы будем говорить, что отличает, у вас более сильная позиция. Здесь человек, несмотря на то, что император, и где-то, если мы ассоциируем император, он привык поступать по-своему. Это часто бывают люди достаточно властные, несколько сложные по характеру, потому что они не терпят
возражений. С одной стороны, карта надежности, да, но договориться с этим императором способен, наверное, только маг. И это ваша позиция. С другой стороны, карта говорит, что даже если тебе какое-то прежде важное согласование с высокими чиновниками не удалось по разным причинам, колесо истории разворачивается таким образом, чтобы ты оформил такие какой-то документ, и мы в течение осени можем пересматривать соглашения, контракты, брачные договоры и так далее. И вот с приставкой «пере» вы можете многое здесь что совершить. Или пусть ситуация какая-то вернулась, а прежде не было как оказии, возможности, двери какие-то были для вас закрыты, здесь они у вас откроются. Поэтому не упустите какую-то возможность. И если требуется ваша дипломатия, тут вы мастера, вы даже можете договориться с какими-то несговорчивыми императорами. В итоге это не будет сделать легко, мои дорогие. Это не то, что как манна нам буквально падает на голову какая-то возможность. Нет, это все же ваши действия. И, скорее всего, ранее уже предпринятые действия. Мы ведь больше смотрим как период ретро, просматриваем с вами ноябрь. Поэтому, если вы хотели конкретную должность какую-то получить, вы можете ее получить и даже выше. Если вы хотели денег заработать, то, может быть, вы по социальной лестнице будете расти. У кого-то это рост конкретно вашего жалования, у кого-то это может быть более стабильная позиция в бизнесе. Для кого-то из вас, мои дорогие, если вы заняты творчеством, отчасти есть вариант найти мецената, которому вы будете интересны и ваше творчество, но это будет, скорее всего, взаимовыгодное сотрудничество. И поэтому рассматривайте все то, что вам дарит судьба. А для кого-то из вас это как знание законов или, может быть, конкретно сам закон. У нас тоже как раз в середине ноября месяца могут быть пересмотрены очень многие положения. Вдобавок какие-то, может быть, и подзаконные акты приняты. К примеру, закон в чистом виде прежде не работал, а теперь появляется вот этот тонкий нюанс, и для вас будет означать какую-то лазейку. Будьте внимательны, не отказывайтесь от своих желаний, ищите методы их реализации. Давайте посмотрим, что же меняется, мои дорогие. Еще один старший аркан. Не пропустите ноябрь месяц, мои дорогие весы. Он может для вас открыть совершенно другие возможности к новому качеству жизни. Да, это карта выпора. Но в этой колоде, обратите внимание, красной нитью, словно перевязаны руки влюбленных. И карта нам напоминает, сепарация только иллюзия. Скорее договориться или принять Соломоново решение. Может быть, какой-то компромисс, нежели мы что-то рвем, ломаем. А потом на этом месте собираемся что-то строить. Обратите внимание, нам про это не говорят карты. Именно скорее договориться. Или союз, может быть, и в личной жизни. Потому что влюбленные. И этот аркан именно в этой колоде работает в первую очередь в отношении личной жизни. Вверху аркан мага, значит, какая-то ссора, которая была прежде. Вы можете ее нивелировать. Может быть, и в вашу сторону человек откликнется. Может быть, у нас такое, что внезапно нам кто-то напишет. Может быть, даже из разряда тех людей, которых мы успели забыть, или из разряда тех давних друзей, которые тоже по какой-то причине пропали. Мы можем случайно встретить человека. Совершенно случайно, в той или иной ситуации или обстоятельствах. Или, если нам говорят о каких-то очень важных договоренностях, вы ведь тоже можете их совершить. Для вас нет ничего невозможного. Гибче быть придется, но меняется сама как парадигма реальности для вас. Или это ваши изменения, когда вы принимаете то, что жизнь, или вы чувствуете, мои дорогие весы, что действительно я мог думать, хотеть, желать чего-то одного, а помимо всего прочего, жизнь, она идет каким-то своим чередом. И есть в ней то, что я спрогнозировать не могу. И принимаете то, что лучше я пойду по ситуации, нежели я буду ждать какого-то удобного часа. И тогда это усиливает до состояния мага вашей позиции. И где-то вас самих меняет, потому что меняется
ваше мировосприятие, ваше, в принципе, отношение к любым обстоятельствам, к любой ситуации, когда вы понимаете, ну, правда, а что делать, если одна за другой сыпятся те ситуации, которые, на первый взгляд, я бы не хотела такого или не хотела. Но мне, значит, нужно рассматривать какие-то альтернативные варианты. Как же это все изменит вас? К счастью, к достатку, к взаимопониманию. И это, знаете, будет как какой-то период, может быть, временной передышки, потому что девятка стоит у нас по нумерологии, это всегда преддверие перемен. Но это еще своего рода итоговая карта, когда вы можете заработать денег, или когда вы можете, возможно, какой-то финансовый проект начать, или наоборот, у кого-то это будет сопряжено с тем, что кредит закрываете. То есть финансовая составляющая, она присутствует. И вы останетесь, самое главное, с собой довольны. С деньгами как будто какой-то вопрос у вас очень красиво может решиться тоже. Все же девятка чаш в первую очередь, я иногда ее называю картой эгоиста. И почему, откуда этот эгоизм? А потому что как раз все то, что касается денег и благополучия, какой-то период относительного равновесия, стабильности или наоборот, поступают деньги. Конечно, мы себя чувствуем более уверенным. Но и карта говорит, девятка, это не продлится долго. Вот это какая-то, ну, пауза равновесия, назовем ее так. Она потом сменится опять быстрой какой-то переменной или сменой событий. Будь готов к неожиданностям все же, девятка. И вас меняет, вам, может быть, в ноябре вы сделаете своего рода перезагрузку и поймете, что я, когда иду по ситуации, у меня, правда, получается больше. И это вам добавит уверенности, и вы поймете, что ваше природное качество, вот именно к диалогу, маг умеет со всеми договориться, умеет воздействовать на умы людей так, что люди думают, это их собственное решение, а на самом деле маг– великий манипулятор. Вот если мы спрашиваем, как меняется ваша жизнь, она меняется в ту сторону, насколько вы готовы ее изменить. Или ваше дело, ваше намерение, ваши планы, насколько вы будете готовы далеко пройти, исследовать. Может быть, насколько вы будете готовы к тому, что придется где-то шагнуть в неизвестное. Ведь у вас еще и колесо фортуны. И мага эта игра завораживает. Ему не нравится застой, но и магами не рождаются, ими становятся, потому что есть какой-то печальный опыт. Он отчасти уберегает и дает возможность правильно оценить обстановку. Поэтому какие-то события, вот все то, что я перечислила, очень благоприятные, мои дорогие весы, меняют как и вас, так и ваше качество жизни. Знаки судьбы или подсказка высших сил, и высшие силы еще одна девятка, и это карта материального благополучия или сбора урожая в этой колоде. Действительно, деньги есть, деньги будут, есть возможность приумножить финансовую составляющую. Может быть, для кого-то из вас это и будет означать какая-то помощь для вас. Хотя я не могу исключить, что и на вас будут надеяться, чтобы вы кому-то помогли. Мы ведь все же все разные. Но так или иначе гармония, она будет присутствовать. Но маг, он великий материалист. При том, при всем, что он не ставит на первое место материальное. Здесь для него его же личные ценности всегда будут главенствующими. Но его задача, его план перевести в такие или такого рода действия, чтобы в конечном итоге этот самый материальный итог или благополучие он мог получить. И для него нет ничего невозможного. Если вопросы касаются здоровья, он правильными мыслями, правильным отношением к своему образу жизни, к правильному режиму, то есть он, в принципе, меняет концепцию собственного самочувствия, исключая то, что его разрушает, это тоже имеет значение для вас. Это тоже материальный мир.
Или это конкретная какие-то покупка, может быть, продажа. Все же у нас материальный мир представлен пентаклевой именно картой, поэтому, кто знает вопросы недвижимости, конкретного вашего места пребывания, проживания, сделать, может быть, жилье более комфортным, это в вас вселяет как и уверенность. Где-то прочувствовать этот достаток позволяет. Вот таким может быть ноябрь месяц, знаки судьбы. То есть все свои желания максимально воплощай в жизнь. Не живи только где-то эфемерным. У тебя в ноябре возможности как раз перевести в какую-то конкретную осязаемую плоскость то, о чем ты мечтал, или то, что ты хотел. Ну уж точно как минимум на пару шагов оказаться ближе к исполнению желания. Материализация мечты. Вот об этом нам говорит карта. Ну да, взаимодействовать правильно. Может быть, с окружающими, а может быть и в личной жизни вам придется. Но какие возможности открываются? Праздник после победы. Я даже дополнительных карт, мои дорогие весы, не достаю, не вижу смысла. Более чем позитивный расклад. Поэтому не просто победа. Где-то про победу нам рассказывают две карты. Это ведь карта достижений. И если мы о колесе фортуны, которая сначала идет вверх, а потом вниз. Так вот, 9 это как раз мы приближаемся к вершине нашего успеха, когда мы получаем результат за, может быть, и терпение, или за умение правильно оценить обстановку, за проделанные прежде какие-то, может быть, правильные попытки, или пусть это у кого-то были словно проба пера в творчестве. Здесь, значит, вы более четко увидите направление, в котором нужно действовать, а в котором ничего не получится, будет как из нуля в рогожечку. И тогда более предметно приложить силы. Опять сильная позиция. И вот этот самый праздник у вас обязательно состоится. Высшие силы вот об этом как раз вам и хотят сказать. Правильные действия вас приводят к успеху. Но и гибче нужно быть тоже. Ни одна карта не говорит об ожидании. Давайте совет откроем. И это карта больного ребенка, 8 мечей. Хотя это карта внутренних страхов, внутренних сомнений. Поэтому для кого-то из вас завершить одиночество. Когда мы болеем, не случайно больного ребенка, так и называется карта. У нас искаженное восприятие того, что вокруг нас происходит. Добавь конкретики, опять же карта говорит, открой глаза. Потому что то, что нам видится, вот как этому больному малышу, это нам, ну, буквально из разряда нам показалось, может быть. А когда мы правильно оцениваем, что происходит вокруг нас в обстоятельствах, насколько ваши действия, куда их можно приложить и каким образом, с кем конкретно договориться, с кем конкретно, может быть, не разрушить отношения, вот это тоже продумать, как себя обезопасить по части здорового образа жизни. Все же есть такое значение с учетом всех карт. Перед вами открываются действительно возможности. И планетарно, мои дорогие весы, я должна сказать, что на самом деле на последующий период для вас доброе время. Но это не доброе время для выжиданий, повторюсь, а более для продуманно активных действий. Поэтому быть реалистом призывает карта Совет. И если мы где-то просто что-то ждем, то тогда даже наше восприятие мира словно становится больным, неправильным. Мы выпадаем из какой-то реальной картины мира. А если мы говорим, что и предполагается в ноябре месяце могут быть договоренности, которые на очень высоком уровне, своего рода игра приоритетов, мои дорогие, сильных мира сего. У вас выпадает аркан Император. Значит, могут быть приняты в последующем какие-то законы, нововведения, новый миропорядок даже может быть. Мы в ноябре еще об этом не узнаем. Мы узнаем позже. Может быть и на более глобальном масштабе, как человечество. И поэтому идти по ситуации – это доброе решение само по себе, но не ждать лучшего момента. Я вас хочу вторично пригласить на свой сайт. Я несколько раскрываю как раз планетарные события ноября. И я думаю, что, прочитав, вы для себя какую-то подсказку именно и получите.
Перекладывайте на себя, мои дорогие весы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.